доктор Кострик. Тема нашей сегодняшней встречи – здоровое питание, принципы здорового питания, нужно ли есть 5 раз в день. Правило пятиразового питания через равные промежутки времени все более широко известно в общественном сознании. Согласно общим нормам, здоровое питание – это оптимальный способ практиковать сбалансированное питание. Однако следует помнить о соответствующей дифференциации и хорошей сбалансированности меню. Количество приемов пищи, которые мы едим в течение дня, очень важно, потому что оно позволяет нам снабжать организм необходимыми питательными веществами через соответствующие промежутки времени. Пятиразовое питание – это хорошо сбалансированное правило, поскольку оно позволяет планировать меню таким образом, чтобы оно включало завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. При таком графике рекомендуется есть каждые 3-4 часа. Но что, если мы не в состоянии соблюдать правила 5 приемов пищи? По словам экспертов, диетологов, решить эту проблему можно и при этом правильно питаться. На этапе планирования количества приемов пищи стоит в первую очередь учитывать свой образ жизни. Даже если предположить классическое пятиразовое питание, на практике это может оказаться невозможным. Люди, которым не хватает времени, например, на обед, могут выбрать четырехразовое питание. С другой стороны, те, кто склонны к еще большим ограничениям, могут выбрать трехразовое питание. Это позволяет ограничить время пребывания на кухне. Поэтому, если мы решим питаться от 3 до 5 раз в день, это позволит нам поддерживать здоровую диету. Но почему одно двухразовое питание не работает, вы спросите? В том числе и за счет того, что меню должно быть соответственно разнообразным. Если мы будем есть очень редко, будет сложно составить блюда так, чтобы они содержали все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях. И мы должны помнить, что каждый день мы должны обеспечивать организм количеством калорий, пищевых волокон, витаминов и минералов в соответствии с нашими индивидуальными потребностями. Рекомендуемые 400 граммов овощей и фруктов в день также трудно потреблять за 1-2 приема из-за большого объема. Не так ли? Еще один аргумент в пользу 3-5-разового питания заключается в том, что прием пищи 1-2 раза в день связан с более высоким риском развития диабета и ожирения. Слишком малое количество еды не приносит пользы, но слишком частые перекусы между приемами пищи имеют негативные последствия. Как отмечают диетологи, тянуться за едой более 6 раз в день неблагоприятно будет влиять на кишечник. Почему это происходит? Первая причина заключается в том, что столь частое употребление пищи тормозится блуждающим миоэлектрическим комплексом, очищающим тонкий кишечник. В результате такой образ жизни может привести к избыточному росту бактериальной флоры в тонком кишечнике, то есть к СИБР – синдрому избыточного бактериального роста. Синдром избыточного бактериального роста – это патологическое состояние, которое характеризуется повышением количества бактерий в тонком кишечнике с развитием диарейного синдрома и нарушением всасывания некоторых питательных веществ. Второй аспект – воздействие на микробиоту толстого кишечника. Заботиться о полезных для здоровья бактериях, избегать поздних вечерних перекусов и стараться избегать многократных перекусов в течение дня. Заболевание кишечника – это распространенная проблема у людей, страдающих расстройствами пищеварительной системы, и их диагностика не самая простая из-за множества общих симптомов заболеваний кишечника. Соблюдение основных принципов здорового питания может снизить риск дискомфорта и развития проблем с кишечником. Принцип пятиразового питания призван определить некий оптимальный ритм питания и обеспечить хороший баланс
приемов пищи. Однако не все должны следовать этой системе меню. Важно планировать питание в соответствии с индивидуальными потребностями и вашими возможностями, особенно если у вас нет времени или вы ограничены характером выполняемой работы. Диетологи рекомендуют вести пищевой дневник, так называемый, который поможет вам определить, как часто и в какое время на практике вы тянетесь к еде. На основании записей вы можете определить, какое количество приемов пищи в течение дня будет для вас оптимальным и возможным в условиях дневной суеты. Многократные перекусы между приемами пищи – это привычка, которую следует изменить в первую очередь. Лучше хорошо сбалансировать 3-4-разовое питание, то есть приемы пищи, чем перекусывать 7-8 раз в день. Стоит придерживаться запланированного количества каждый день, ведь такой распорядок поможет стабилизировать аппетит и даже отрегулировать циркадный ритм, сон и дефекацию. Хотя принципы здорового питания не очень благоприятствуют частым перекусам, в некоторых случаях более частое употребление пищи может быть оправдано. Мы говорим здесь, среди прочего, о физически очень активных людях, придерживающихся высококалорийной диеты. В такой ситуации значительные энергетические затраты требуют регулярного восполнения. И практическим решением является питание даже 6-7 раз в день. Еще одна ситуация, которая требует от нас чаще тянуться за едой, это здоровье. Определенные медицинские условия ограничивают диапазон вариантов питания, накладывают определенные ограничения и требуют адаптации нашей диеты. Более того, некоторые недомогания и болезни связаны с тем, что лучше есть небольшими порциями, а это значит, что вы должны есть более 5 раз в день для достижения своей потребности в калориях. К таким заболеваниям относятся в первую очередь заболевания желудочно-кишечного тракта, например, язва желудка, заболевания печени, поджелудочной железы, хроническая диарея. Обычно увеличивать количество приемов пищи при заболеваниях рекомендуется лишь периодически в период их обострения. Принцип пятиразового питания – это проверенная модель питания, но не единственно правильный подход к здоровому питанию. Только с учетом состояния нашего здоровья, потребностей в калориях и питательных веществах, а также образа жизни, мы можем определить адекватную для данного человека частоту приема пищи. При сомнениях стоит воспользоваться советом врача-диетолога, чтобы не навредить себе необдуманными диетическими решениями. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал, а также комментировать видео. Для быстрого поиска нужной информации пользуйтесь плейлистами. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч!